Добрый день, дорогие друзья, и мы с вами в Шербурге. Это одна из столиц европейского кораблестроения, именно кораблестроения. Здесь долгое время, уже не одну сотню лет строятся железные корабли, железные торговые суда, рыболовные океанские траулеры. И здесь у местных корабелов огромный опыт строительства судов из металла. И, соответственно, вы уже знаете, что здесь находится верфь Алюрес Гарсия, которая строит отличные, надежные, наверное, самые безопасные яхты. Ролики вы видели, мы делали обзор 52-й Гарсии, Алюрес 49, 45-го Алюрес. Кто не видел, в описании ссылочки, посмотрите. Но сегодня мы не за этим. Сегодня мы на премьере. Я вот аж немножечко прям переживаю, потому что мы сегодня будем делать обзоры, тестировать в море под парусами, вот в Ла-Манше. Будем тестировать новый катамаран, алюминиевый катамаран Гарсия 52. Яхта, которой нету равных. Это не пафосные слова, это не пустой звук. Ей действительно нету альтернативы. Чтобы вы понимали, только на этапе эскизов верфь приняла 2 заказа, потом 3-й заказ, это был наш клиент. Как только был сварен голый корпус, еще 3, то есть сейчас 6 корпусов в производстве, и как бы процесс не останавливается. Очень много людей на этапе переговоров хотят заказать этот катамаран. И что же в нем такого интересного, что же в нем такого необычного? Катамаран наследовал все ДНК верфи Гарсия, Алюрес. Гарсия очень часто ассоциируется с известнейшими яхтсменами, такими как Джимми Корнелл, Пит Госс. Hello there, I'm Pete Goss, and my wife Tracy and I are sailing around the world on our wonderful Garcia 45 exploration. Сегодня он, кстати, будет тестировать катамаран. У Пита Госса 45-я Гарсия однокорпусная, и вот его с супругой пригласили. How cool is that? Just love it. Лодка вызывает очень много интереса. Она сегодня будет забита людьми. Простите, но сегодня такой будет сумбурный, видимо, обзорчик, потому что я едва вырвался из Ля-Рошеля, где сдается очень много лодок. И буквально на полдня нам вот эту лодку предоставили на тест. Поэтому давайте зайдем на него, посмотрим, потом выйдем в море, потестируем, и я поделюсь своими впечатлениями. Пойдем. И с вами Саша Горан, и вы на самом-самом яхтенном канале Интерпарус. И сейчас мы поднимемся на борт. Возле понтона мы сделаем короткий обзор. Напоминаю, лодка забита людьми, но опять же это суровый катамаран, суровая яхта. И вот наш эксплокатик швартуется к понтону. Давайте быстренький обзорчик, потом мы выходим в море. Поехали. Попадаем в кокпит. Кокпит достаточно просторный, уже как бы такую имеет классическую компоновку для современных катамаранов. Единственное, что в стандарте вот здесь должен быть рулевой пост. Мне бы это больше импонировало. То есть центральный пост мы лучше просматриваем, но клиент как бы вот захотел вот такое решение. Я такое встречал на наутитеках, ходил на таких вот катамаранах. Мне особо оно не понравилось, скажем так. Вот. Опять же, планировку можно менять, поскольку это алюминиевая яхта, то допускаются изменения. И сверху мы видим отделку тканью. Мне это тоже как бы очень нравится. И здесь у нас разместился погон Дика Шкота. Стол тиковый, ну, как бы, как по мне, он немножко великоват, опять же. И мы имеем разнесенные лебедки.
Опять же, при центральном управлении все лебедки находятся вот здесь и вот здесь. Это гораздо удобнее, гораздо безопаснее, я считаю так. Достаточно широкие трансы, опять же, мощнейшие утки вареные. Вот одна, вот вторая, вот, и хороший, очень хороший трапик. С той стороны у нас рулс для запасного якоря кормового. Вот как бы так. Здесь еще, видимо, будут расположены шлюпбалки, я так чувствую, вот для них крепежи есть. И достаточно удобная купальная платформа здесь. У нас здесь стоят два двигателя по 60 лошадиных сил. Верх может установить любые двигатели. Янмар, Volvo, Nani, Perkins, любые двигатели. Удивительно то, что здесь стоит электронное управление движками. Мне это вот необычно видеть на 60-ке. Но вот говорят, что это решение от Volvo Penta. Обратите внимание, какие рейлинги здесь стоят. Все в стиле Гарси, однокорпусной Гарси. Все добротное. 22 мм труба нержавеющая. Все из отличнейшей нержавеющей полированной стали. Еще один рулевой пост. У нас имеется 3 карплотера. Вот здесь 9-дюймовые и один 16-дюймовый в салоне. Электронное управление двигателями. Мне это очень нравится. И давайте пройдем, посмотрим вдоль борта. Мы видим, что у нас здесь все люки за подлицо с палубой. Опять же, очень важно. И обратите внимание на утки. Утки мощнейшие, по 2 штуки на каждом месте, да, там, где обычно одну ставят, здесь 2 штуки, и они вареные, очень мощные, такие добротные. И вот эта единственная пластиковая часть у нас, это крыша, то есть единственная часть, которая сделана из композита, она придает яхте вот такую изящность, я считаю, это абсолютно правильно, удобно ходить по ней, и как бы она здесь на своем месте. И здесь мы видим карбоновую мачту Axon с алюминиевым гиком. Решение, которое снижает нам вес верхней части. И в то же время мы не платим за карбоновый гик, поскольку он не сильно влияет на перформанс. Вооружение у нас с 2 стакселями. Генуя и стаксель, либо кливер и стаксель, кому как угодно. Вот. И посмотрите, стаксель автоматический, очень интересный погон у него. Также обратите внимание, какой здесь балкон. Такие детали действительно внушают ощущение надежности и уверенности. Да, проходим на кокпит. Здесь у нас трамполинчик такой из 2 частей. И носовой кокпит сделан небольшим. Я считаю, это правильно для безопасности, для такого размера катамарана. В то же время у нас есть сетка, опять же, это безопасность. И здесь у нас лебедки достаточно мощные, 65-го размера, одна электрическая, одна ручная. И подведены сюда фалы и рифы. Это опять же пожелание владельца. То есть в обычном варианте здесь только одна лебедка, вот эта часть гораздо меньше, и только фаловые стопора здесь размещены. То есть здесь только фалы размещены в обычном, как бы в базовом варианте. Смотрите, как интересно решен у нас канатный ящик. Все канаты уходят вот сюда, вот таким вот образом. Вот. Тут мне нравятся хорошие ступеньки сделаны, такие добротные, для подъема на крышу. И мы оказываемся на крыше. Здесь у нас проводка идет с таксель-шкотов. Размер огромный. Я думаю, что здесь стоит какой-то матрасик сделать, забульбинить. И мы имеем панели, по ним можно ходить, я не буду. Вот, сколько, 6 штук здесь и 6 штук с той стороны.
Я думаю, что как бы до 1,5 киловатт эти панели выдают, если солнце в зените. Теперь давайте пройдем на бак нашего катамарана и посмотрим, что здесь у нас. Да, смотрите, какие мощные элементы такелажа у нас здесь имеются. Какой мощный пимс, кафедрал, сваренный из алюминиевой трубы. Все добротнейшее, очень добротнейшее. Здесь у нас располагается форпик, носовой рундук, и он просто невероятного размера. Просто оцените. Тут нужно оценить качество сварки. Просто произведение искусства. Большой люк, очень большой люк. Да, и мы входим через вот эту чудесную дверь. Вы можете оценить ее размер в салон катамарана. Вот, и здесь отделка в стиле беленого дуба идет, хотя мне больше бы понравился тик, который вот на Гарсе, потому что света здесь много и можно более благородную темную отделку здесь использовать. Вот, вы видите, что все углы закруглены. Вот здесь у нас такой аэродромный стол. Я не знаю зачем, но как бы здесь такие вот чересчур решения, которые были навязаны, скажем, клиентам. Ну, не со всеми я согласен, но вот как бы так, как есть, так есть. Верфь может сделать любой вариант. Мне бы больше нравился здесь кофейный столик, но вот есть вот такой стол. Сюда мы подходим и видим очень хорошего размера камбус, П-образный камбус, и вот везде можно упереться попой, простите попой, вот в любые места. Вот, если вдруг уж совсем будет шторм борщика хотеться. Тут у нас микроволновка, внизу духовка, и использовал владелец индукционную плиту. Вот, ну это его опять же решение, хотя можно даже комбинированный вариант использовать. Здесь у нас находится холодильник объемом 180 литров. Это стандартный холодильник. На этой лодке еще есть один холодильник. Опять же повторюсь, все углы закруглены. Достаточное количество шкафов здесь. Шкафчики не будем открывать. И здесь у нас продолжается такая полукамбузная, полуофисная часть с большими шкафами. Любой конфигурации шкафчики можно здесь сделать. Опять же вернемся к нашему столу. Г-образный диванчик. Он превращается в спальную кровать. Здесь можно такое огромное лежбище сделать. И отдельно пуфики. Все цвета, конфигурации, это все индивидуально. Самую интересную часть я вам хочу сказать, это штурманское место. Это просто вот чудо какое-то. Смотрите, какое кресло такое прям директорское. И здесь система управления Space Shuttle, я бы сказал. Все как любят владельцы Гарси. Вы видите вид вперед, полный обзор. Здесь 360 градусов. Нормальные большие окна, как в катамаране. Кресло просто мажорное кресло. Здесь мы имеем 16-дюймовый BNG. Очень много дополнительных приборов. Вот. Пульт управления. И здесь все сосредоточено управление яхтой здесь. Стол для карт. Вот, мне очень нравится. Здесь просто приятно сидеть, управлять яхтой. Это просто великолепие какое-то. Ну, и в то же время окна здесь как у катамарана. То есть они большие, светлые, красивые. Вот так. Давайте пройдем теперь в каюту владельца. Еще сам не был. Каютка достаточно уютная. Опять же, вот такое интересное решение. Видимо, спать и работать. Это, видимо, сам клиент заказал столик, который совмещен с кроватью. Но, опять же, я говорю, здесь очень много всяких странных решений. Но это показывает то, что верфь это все может выполнить.
Смотрите, какой радиатор у нас здесь находится. Ну, блин, все как по-домашнему. Кровать достаточно большая, на 1,80 м на 2 метра, такого королевского размера у нас здесь. И все пространство используется, хотя поплавки чуть уже, но все пространство используется. Обратите внимание на толщину корпуса, то есть вот здесь заложен утеплитель, то есть эта лодка очень теплая. Ну вот такие дизайнерские решения использованы. И вот такие вот шторки здесь. Дальше небольшая библиотечка. Проходим дальше к санузлу. Диванчик, ну опять же, я не знаю, зачем его назначение. Многие производители катамаранов отказываются. Но здесь очень много таких как бы решений, которые вот попросил клиент сделать. Поэтому, ну, хозяин барин. Холодильники вот он здесь поставил. Ну, захотел человек. И заходим в санузел. Санузел очень уютный, очень большой. Отдельно туалет. Давайте. Здесь он должен быть, да? Да, вот здесь у нас туалетик. Прямо с управлением опреснителем. Сидишь такой себе опреснителем, управляешь, разминаешься. Вот, два этих, это чтобы супруга не мылась рядом с тобой. Ну, все против коронавируса здесь вот продумано, видите. И полотенцесушитель, такой вот мощный, добротный полотенцесушитель. И очень хороший душик. Душик просто умиление, я бы сказал. Вот, с тиковой решеточкой. Красота. Вот очень интересно решено здесь. Да, по дороге в санузел мы видим вот еще одну такую батарею. По количеству батарей это просто рекордсмены по их объему и по размеру. Тут батареи везде, абсолютно везде находятся. Вот. Но санузел меня очень порадовал. Очень уютный, хороший санузел. Ну, а теперь давайте пройдем и посмотрим второй поплавок. Вот гостевой. Так, давайте в нос пройдем. У нас здесь детская каюта с двумя раздельными кроватками. Я думаю, что есть возможность их соединять. Опять же, вот интересное решение со столиком. То есть вот так, ну, утром проснулся и сразу за стол уроки учить, рисовать. Батарея с половину моего роста. То есть, ну, количество и качество батареи здесь просто великолепное. Носовой санузел у нас имеет вот такой общий душ, собственно говоря. Вот. И давайте посмотрим кормовую каюту. И здесь тоже большая, тоже 1,80 м на 2. Хорошая такая кровать, опять же со столиком в кровать. Ну, какая-то у него вот тема была. И несмотря на то, что поплавки уже, чем у обычных катамаранов, здесь достаточно огромные емкости для одежды. Вот посмотрите, такие вот шкафы тут большие, прибольшие шкафчики. Вот, как бы так. Поищем здесь батарею. Где-то здесь. А, вот у нас здесь же и батарея. Ну что ж, мы провели такой вот беглый обзор нашего катамаранчика. Сори, что мы не позаглядывали во все тут места. Времени и возможностей у нас, извините, нету. Но мы это обязательно сделаем, если интерес как бы вы проявите в виде своих лайков, комментариев, дизлайков. Пишите все, что вам вздумается. И сейчас долгожданный тест-драйв, Sea-Trial. Идем в море, мы выйдем в сторону Гернси. Это такое очень маленькое карликовое государство островное. Вот оно здесь в Ла-Манше находится. У нас сегодня где-то 20-23 узла, вот в таком диапазоне прогноз нам дает ветер. И волна, ну, порядка 1 метра, 1,20 м. Вот такие условия. И подтестим наш кусочек алюминия. Вау. Сегодня мы тестируем алюминиевый катамаран Garcia 52. Вот, оцените этого красавца. Я первый раз выхожу на нем в море.
Шербурга. Мы сейчас проводим тест-драйв катамарана Garcia X-Plakat 52. Поразительный катамаран, поразительные результаты. Сейчас при силе ветра 18 узлов мы движемся 10-11 узлов бейдовим. Посмотрите на этот кильватор. Это просто невероятно, просто невероятно. Гроты Генуя подняты. Вот наша скорость. 10-11 узлов мы идем. Вот сейчас Питгос на руле. Нас снимают с дрона. А мы давайте пройдем внутрь. Послушайте, что нету никакого шума. И давайте спустимся в поплавок владельца. Он у нас в правом борту. Вот микрофон включен. И вы слышите, что никакого скрипа нету от мебели, как это бывает в пластиковых катамаранах. Здесь у нас большая кроватка находится. Мы идем 11 узлов, и посмотрите, подветренный борт, насколько он жесткий. На пластиковой лодке уже бы эти ванты провисли. Никакого скрипа, никакого шума. Корпус очень жесткий, просто великолепная лодка. 11 узлов под парусами. Смотрите, какой кильватор у нас. Это действительно уникальная яхта. Быстрая, прочная, надежная. Что ж, похоже, Гарсия создала очередного геймченджера в мире круизных катамаранов.
они сделали лодку более легкую, более быструю и более прочную, чем большинство пластиковых катамаранов. И мы видим, что сейчас мы идем со скоростью 10-11 узлов при ветре 18. И если владельцы не будут перегружать всяким, извините, барахлом, то это будет очень быстрая и удобная яхта. Немножко необычно находиться вот на этом рулевом посту, но это опция, так захотел владелец. И обычный пост управления центральный, кому-то как-то нравится, я считаю, его более безопасный. Но во всем остальном это просто великолепная яхта, которая, ну, наверное, сейчас нет аналогов в мире. Что ж, друзья, сегодня мы здесь, в Шербурге, в Ла-Манше, протестировали великолепный катамаран Гарсия 52. Это родоначальник целой серии. И многие говорят о том, что эта яхта изменит сам рынок катамаранов. Это такой геймченджер на этом рынке. И если вам интересна эта яхта, другие яхты, обращайтесь, мы организуем для вас тест. Если вас интересует покупка любой яхты, новой, БУ, либо обучение управлению парусной яхты, обращайтесь. И с вами был Саша Горан, вы были на канале Интерпарус. Подписывайтесь, ставьте лайки, обращайтесь, буду рад вам помочь. До встречи в море, пока!